И всем привет, ребята, с вами снова Вахид. И сегодня у нас будет деградация пресс-сосед на Android. Мобильная версия пресс-сосед появилась еще в 2018 году и 25 июля. Да, и сегодня мы поговорим о версии Android. Пресс-сосед на Android был доступен телефоном с 64-битной системой. Но еще пресс-сосед на Android требовал 4 гигабайт оперативной памяти. Но еще, если твой телефон или планшет поддерживает меньше 4 гигабайт оперативной памяти, то эта игра у тебя могла не поддерживать. И, кстати, идею для этого видео я взял с канала Demonic. Когда эта игра вышла на Android и iOS, они были абсолютно одинаковые, но отличие было только один вроде. На Android-версии поставили плохое разрешение из-за того, что в 2018 году Android-смартфоны и планшеты были очень слабые и могли тормозить сильно. И разработчики зачем-то поставили ограничитель FPS. Да, и допустим, твой телефон, ну или планшет поддерживает 120 Гц, как у меня, то в игре у вас может быть 120 FPS, если вы снимете ограничитель FPS и улучшите графику. Если я не ошибаюсь, то 3 марта 2021 году компания TinyBuild поменяли графику на Android и iOS версии пресс-сосед. Да, вместе с этим на Android-версии убрали все эффекты, но еще у мимика соседа вообще пропала полностью. То есть у него теперь каменная рожа. Вместе с этим у главного героя не сгибаются пальцы и руки. И вот пример. Да, это является главной проблемой. Но в новой версии у вас могут сгибаться пальцы и руки. Если вы, допустим, вы купили себе новый Android телефон или планшет, только что купив из магазина, то вы сразу скачали новую версию пресс-сосед, то у вас будет сгибаться пальцы и руки, как у меня на планшете. Я не знаю, почему так, но сейчас вам покажу геймплей пресс-сосед 2021 год, iOS и Android. Да, и вы заметили, что iOS-версия сильно отличается от Android. В iOS-версии у главного героя сгибаются пальцы и руки. У соседа присутствует мимика, графика намного красивее выглядит. Я забыл сказать, что в 2021 году добавили траву как из ПК-версии, а на старых версиях пресс-сосед на Android и iOS травы еще не было. Я не знаю, почему так. Я забыл сказать еще, что в 2021 году на Android-версии графику полностью испортили, текстуры стали более темные и не особо красивые. И разработчики это сделали вроде для того, чтобы больше андроидов поддерживались на пресс-сосед, на Android. И, кстати, я снова опять забыл сказать, что у главного героя на Android будет сгибаться пальцы и руки только во втором акте. Я не знаю, почему так. Возможно, это какой-то баг такой или не знаю что. Но еще кто не знал, когда главный герой в первом и в третьем акте бежит, то его ботинки в первом акте выглядят довольно темные, длинные и плоские какие-то. А в третьем акте нормальные, но все равно какие-то они как будто не живые, какие-то длинные, плоские, что-то типа того. Потом в 2022 году выходит последнее вроде обновление. Вот обновление в игре меняют траву на более большую и длинную, высокую, как из второй части. Но реально, зачем менять траву, как из второй части Hello Neighbor? И вместе с этим поменяли иконки управления. Короче, вот. Но реально, это управление очень неудобное. Оно вообще не подходит.
правая верхняя кнопка отвечал то, что открывать двери и как его там начала предметы брать и предметы, чтобы зажать. И потом, когда это убрали, и чтобы открывать дверь или что-то типа того, нужно нажать на экран. Это реально неудобно. И чтобы брать предмет, нужно теперь посередине кнопку нажать, то есть не посередине, а с правой стороны, ну, который использовали мы. И надо, оказывается, теперь не зажимать, а просто нажимать. Да, и это самое худшее обновление в игре. Но еще iOS-версия, там графику тоже поменяли, но там почему-то графика намного получше. Там, правда, все такое желтые немного текстуры стали почему-то. Но это не важно. Старую версию еще можно скачать. Правда, на iOS это уже не получится. Да. Еще вы заметите, что геймплей на заднем фоне версии 2018, 2019 и 2020 год. Я именно этот выбрал, потому что он больше подходит. Но просто графика старой версии напоминала на больше ПК-версию. И сейчас я покажу геймплей пресс-сосед iOS и Android 2022 год. Как по мне, самая лучшая версия это 2018, 19 и 20 год. И короче, думаю, пора заканчивать видео. И думаю, следующее видео будет фанатский порт Альфа 2 на Android. Я там нашел как раз недавно. Я его скачаю и завтра сделаю на него обзор. Но с вами был Вахид, и всем пока.